Как и обещал в прошлой программе, сегодня готовим великолепнейший итальянский торт тирамису. Классика, она и есть классика. Я буду готовить тирамису, естественно, из своих домашних савоярди, которые готовил в прошлой программе. Ссылка будет в описании. Так что, друзья, сейчас готовим тирамису. Это будет очень вкусно. Вот ингредиенты. Готовим. 4 яйца первого сорта делим на желтки и белки. В небольшую кастрюлю всыпаем 80 грамм сахара, наливаем 30 мл обыкновенной воды и включаем плиту. Готовим сироп до тех пор, пока температура сиропа не достигнет 118 градусов. Как только это произошло, начинаем взбивать желтки и тонкой струйкой в желтки вливаем горячий сироп. Продолжаем взбивать, пока не получится вот такая однородная масса кремового цвета. Затем добавляем сюда маскарпоне и перемешиваем. Лучше это делать при помощи блендера. Получается гораздо быстрее. В другой чистой чаше начинаем взбивать белки. Венчик тоже должен быть чистым и сухим. Как только белки превратятся в густую пену, добавляем 100 грамм сахара и продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Вот такие белки получились. Добавляем взбитые белки к желткам. Уверенными, но аккуратными круговыми движениями снизу вверх смешиваем желтки с белками до однородного состояния. Вот такая масса получается. Крем готов. Теперь в глубокую тарелку переливаем кофе. У меня заварной вьетнамский. Но если вы хотите, можете использовать и обыкновенный растворимый кофе. Но кофе должен быть не сладким. Теперь берем печенюшку савоярди, окунаем буквально один раз, долго ни в коем случае не замачиваем. И сразу выкладываем савоярди в форму. У меня форма 25 на 18 сантиметров и глубиной 5 сантиметров. На 30 моих печенюшек форма просто идеальна. Когда выложили первый слой савоярди, заливаем печенье половиной крема. И разравниваем крем при помощи ложки. Следующий слой опять савоярди. Также макаем в кофе и выкладываем. Сверху заливаем оставшимся кремом и аккуратно его разравниваем. Можно форму потрясти, чтобы внутри торта не было пустот. Сверху торт присыпаем какао-порошком. Берите обязательно качественный какао-порошок. Торт почти готов. Набираемся терпения и убираем торт в холодильник на всю ночь. Прошло примерно часов 12. Достаем торт из холодильника. Нарезаем порционно. Выкладываем на тарелку. Ну и для красоты, и для такого выпендрежа можно тарелочку присыпать какао-порошком. Вот такой итальянский торт тирамису у меня получился. Осталось только попробовать. Отламываем вот такой кусочек и пробуем. Друзья, мне этот тирамису очень нравится, потому одной ложечкой как-то ограничиться очень сложно. И пока я пробую дальше, о вкусе вам расскажет Дина. Это очень вкусный, это очень нежный десерт. Такое ощущение, что даже тает во рту и не создает ощущения какой-то насыщенности чрезмерной. Именно этим он мне особенно понравился. Как вы видели, Миша приготовил целый тазик. За день освоить его мы не смогли, поэтому тирамису остался на следующий день. И через день он был не менее вкусным. А я бы сказал, даже еще вкуснее, потому что он настаивается, пропитывается, и прям вот, не знаю, это так вкусно, ребята! Так что готовьте, пока есть время, радуйте своих родных и близких, и счастья вам, здоровья, мира, добра. Пока! До новых встреч! Бормикс.